возле которого мы для него приготовили червячный шейк. Ой-ой-ой, он же может застрять. Прямо сегодня вечер у него как будто на Новый год в кафе сходил. Ой, качели он, по-моему, использовать решил по-другому. И так пузо ему почесать охота, когда он так делает. Это ваша дочь украла у меня хомяка. Всем Изи привет! Вы на канале Алиса Изи Пэтс, меня зовут Изи Роза, а это замечательное место для прогулок для нашего хомяка Изюмчика. Мы подумали, если ему стало лучше, то почему бы ему не погулять вечером? И построили для него вот такой замечательный городок, где есть улочки, переулочки. В общем-то, он немножечко похож на лабиринт. Но, по-моему, не сильно сложный. Зато есть куда сходить. Можно зайти в одно кафе и полакомиться вот таким чудесным огуречным коктейлем. Потом зайти в небольшой туннельчик, проверить, работает ли он. Ну, я думаю, хомяк туда не полезет. А затем пройти на следующую качельку и полакомиться банановым муссом. А рядом, буквально в 2 шагах, ждет замечательный такой автобус-качеля, возле которого стоит еще один прекрасный банановый коктейль. Можно свернуть в домик направо, сходить посмотреть, кто там живет, а потом завернуть в домик налево и посмотреть, может быть, там кто-то спрятался. Ну и в конце улицы нас ждет интересный лабиринт для хомячка, возле которого мы для него приготовили червячный шейк, и рядом с ним можно найти ореховый салат. Ну и в конце улицы есть 2 одинаковых дома. Интересно, что же в них там интересного происходит? Нужно будет зайти и туда. Ну это мы так себе представили. А как это будет происходить на самом деле, мы сейчас узнаем, потому что запустим сюда на прогулку хомячка. Как вы думаете, эта прогулка пойдет ему на пользу? Подпишись, даже если у тебя лапки. Ну что, малыш, пойдешь прогуляться? Смотри, как много места здесь тебе приготовлено. Он, правда, еще немного сонный, но я думаю, ему здесь должно очень даже понравиться. Какая большая площадь! Скажи, это тебе не 3-литровая банка, в которой мы тебя нашли. Здесь можно так побегать круто, правда же? Ну, для тех, кто не знает, я хочу сказать, а то мне пишут очень странные комментарии. Отдай хомячка хозяевам. Ребят, мы его нашли из таких условий на помойке, что как-то возвращать хозяевам нам совсем его не хочется. Поэтому для тех, кто пишет комментарии, что обязательно нужно вернуть, а то семья страдает и плачет, я вам скажу так. Мы хомяка спасли, мы его лечим и развлекаем как можем. Вот смотрите. Он идет к интересному домику. Дойдет ли он в домик или пойдет посмотреть сразу, что покушать? По-моему, ему нравится наша мебель, из которой мы построили этот лабиринт. В домик пойдешь, Изюмка? Ну да, интересно, что же здесь, в этом доме, в котором мышиные окна? Можно за домом посмотреть? По-моему, ему дом этот явно понравился. Может быть, он сейчас выберет себе дом, который мы ему потом поставим в контейнер. Ой, он решил залезть наверх. По-моему, он совершенно заблудился и не поймет, куда ему дальше идти. Он как-то не может сориентироваться. Подойдет ли он к качельке, будет ли он ею интересоваться. Засунет свой носик, проверить, что это такое. Ему все очень интересно, но он, по-моему, чего-то сильно боится. Ой, он подошел к огуречному коктейлю, он будет его есть или нет? Ну что ты, это же вкусно. Он, наверное, больше любит бананы и направляется к банановому коктейлю. Хотя нет, вернулся к огурцам. Или просто вообще все нюхает. Ой, ну что же ты еду завалил? Так он что? А что ты делаешь-то? Ну куда же ты, куда? Ой, ой-ой-ой, ой. Мне кажется, ему туда не стоит лезть. Ой-ой-ой, он же может застрять. А как же мы его потом вынимать-то будем? Кажется, хомяк прошел. Зачем это нужно было? Из любопытства? Пролезешь или нет?
По-моему, хомяк в любую дырочку пролезть может. Что это наш изюмчик не ходит, а передвигается ползком? По-моему, ему страшно на таких больших территориях. Ура! Он нашел банановый мусс! По-моему, он ему нравится. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Интересно, он раньше ел бананы или нет? Смотрите, как это мило выглядит. Он такой потешный, с этой посудкой в руках. Ну, правда, предполагалось, что он ее будет держать в лапках, но так тоже интересно. И бананы им пришлись, кстати, по душе. Ой, кстати, это ответ на вопрос там. Некоторые спрашивали, можно ли бананы. Сирийским хомячкам можно бананы, но редко. Можно дать 1 или 2 раза в неделю такую сладость. Не закармливать хомячка каждый день сладкими продуктами. Это у него как, ну я не знаю, как торт на день рождения. Может, у него день рождения сейчас. Понравилось, облизывается. Будем еще кушать? Или пойдем на разведку? Смотри, какой чудесный автобус стоит с мышкой. Ну-ка, давай проверим, что в нем. Что-то он нерешительно действует и одной ногой стоит в коктейле. Вы заметили, у него одна лапа стояла в коктейле. Он решил проверить, как ему в этом лабиринтике маленьком. Ну-ка, ну-ка. А где же хомячок? Видим только лысенький бочок. А вот и морда. И нашли выход. Это замечательно. Он, по-моему, решил все пройти, все, что только можно. Но у тебя вот, может, ты домик себе выберешь? Какой ты хочешь себе? Мы тебе в подарок на Новый год домик поставим. Или ты решил сначала поразвлекаться? Ой, он идет к орешкам. Может, и на орешке будет? Или нет? А рядом есть... Ой, орешки упали прямо на него. По-моему, орехи ему тоже понравились. Смотрите, как он их ест. Так, орешками подкрепились, или он их за щеки решил сложить? Нет, он орехи решил съесть на месте. Они ему очень нравятся. Запасы мы делать не будем. Все покушаем на месте. А там вот рядом с орешками еще есть одна чудесная, просто замечательная ваза с червяками. Хомяки их очень любят. Может, он потом и червячком закусит. Но орешки явно по душе пришлись. Прямо вот он от них отойти не может. Прямо сегодня вечер у него как будто на Новый год в кафе сходил. И в парк аттракционов. Что же там еще в мисочке осталось? Мисочку тоже с собой возьмем? А что, будешь дома кушать? Вместо большой миски будет у тебя удобная, красивая посудка. Орехи прям на объедение. То, что хомяки больше всего любят достать, наверное, не может. Интересно, додумается перевернуть или нет? Он пособирает с пола все, что есть. Носик маленький, но носик не все. А нет, все подчищает. Все собрал, все собрал. Собрал еще, думает, где бы еще достать такую вкуснотищу. Миска-то пустая уже. Собирай, вон на полу еще валяются. Вот это счастье. Погуляли как могли. Полные щеки у него. Ну, вон еще одна мисочка приготовлена. Коктейльчиком. Коктейльчиком. Белковым закусишь? Ну, если ты за щеки сложил, я, наверное, думаю, что ты в лабиринт не влезешь. Хотя нет, смотрите, наш хомячок очень даже стройный. Он везде пролазит. Или он там решил пожить. Ну, это тоже похоже на домик. А вот он выглянул с другой стороны. Интересно, куда он выйдет? Ну, это, по-моему, как домик для 3 поросят. Он потом ветром будет продувать. Выбери себе какой-нибудь большой, в котором можно запасы сложить. Ну-ка. Вот молодец. Сколько лазеек интересных. Уже 2 раза прошел туда и обратно. Так, точно, это домик чудесный. Он практически 2-комнатный. Заходи, посмотри, как там живется. В нем окошко красивое, с мышкой. Хороший такой практичный дом. Домик ему понравился. Он уже осматривает каждый уголок, куда кровать поставить, где лечь спать, куда складывать запасы будет. Ну и хомячок решил прийти еще раз пройти через лабиринтик и вернуться в парк аттракционов. Дом это хорошо, но развлечения интереснее. Надо же найти
где-то еще свою попу покрутить, повертеть? Смотри, у нас еще качеля осталась, на которой ты не катался. Или домик осмотрим? Ой, качели он, по-моему, использовать решил по-другому. Ну, тоже интересно. Хороший вариант. Знаете, я смотрю, что домик круглый, он не особо. А вот те, которые двухкомнатные, ему очень даже нравятся. Он выбирает двухкомнатное жилье. Семьянин, наверное, в одной комнате он не помещается. И опять он пришел к такому же большому двухкомнатному дому. Так, домик прекрасный, дверь подходящая, размер замечательный. Что поставим в этом углу? Пожалуй, поставим холодильник. А вот там будет стоять кровать. По-моему, изюм уже нагулялся и идет в обратную сторону. Он уже во всех частях города побывал и явно приближается к выходу обратно. Ну правильно, у него за щеками полно орехов, их нужно куда-то сложить. Ну что, пойдем домой пока? Он прислушивается. И все, наше путешествие закончено. Подпишись, даже если у тебя лапки. Привет, хомуська, ну как ты погулял? Кстати, хочу вам рассказать, хомячка, как только посадили ему в клеточку, он сразу сбегал в туалетик. То есть такой грамотный хомячок, нигде не писает, сразу в туалет пошел. Не успела я это заснять, но там видно, вон опилки разложились. Хомушка, идем, хомушка, я тебе лекарство принесла. У нас вечерний прием лекарства. Ну что ты там колбасишься? Малява? Малява. Мне так пузо ему почесать охота, когда он так делает. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Смотрите, какой пузик. Он лежит. Пойдем, козявка. На тебе лекарство, да? Одну капельку. Он уже рот открывает и языком начинает шевелить. Он уже знает. Вот так. Молодец. Он принимает лекарство. Опля. Ну и пока хомячок там закапывается, я вам хочу сказать. Честное слово. Вот как бы много ваших комментариев читала, хороших, но я имею в виду тех подписчиков, которые нам пишут добрые комментарии в поддержку, ставят лайки, там, нам помогают, советуют что-то. Ребят, я понимаю, что у меня должно быть терпение, я должна быть человеком сдержанным, но честно вам скажу, уже достали, просто достали. Мне на протяжении этого времени, я не знаю, сейчас уже около 100 или 150 человек написало, что это их хомяк, верните мне хомяка. Я, конечно, понимаю, что это дети, но после последних комментариев я реально просто говорю, тех, кто будет мне еще такое писать, я буду просто банить. Потому что мне надоело. Последний комментарий, который меня вывел из себя сейчас, это было написано, рассказано, придумано там. Это либо один человек с разных аккаунтов заходил, либо там группа девчонок каких-то очень маленьких придумали, потому что крайне безграмотно пишут. Сначала преподнесли, что это их хомяк, рассказали целую историю, как они гуляли на детской площадке, и что вышли они гулять с хомячком вместе с банкой, и одна из подружек по имени Рита этого хомячка украла и отнесла на мусорник. Верните, это моего хомяка, я вам предоставлю доказательства, это мой хомяк. Ну, бред полнейший, потому что там звучала одна фраза: я села покататься на качельку и банку поставила рядом с собой на травку. Ну так, на минуточку, давайте задумаемся, в какой стране живет эта девочка, где сейчас есть зеленая травка. Весь контент у нас русскоязычный. Я знаю, откуда заходят люди. У нас Америка, да, нас смотрит, но так безграмотно могут писать только местные наши русские девочки маленькие. Так что поставить на травку в декабре месяце, даже в Крыму у нас, где у нас плюс 14, плюс 18 днем, вообще нереально. Ну и сначала раскручивали историю о том, что у них украла подружка, потом они придумали историю о том, что вместе с ними гуляла Алиса, и что эта Алиса пришла. И в итоге это пришло к тому, что это ваша дочь украла у меня хомяка. Этот комментарий меня добил. Поэтому с этого момента всех, кто будет предъявлять претензии на этого несчастного хомячка, которого довели до такого состояния, не знаю, злодеи, хозяева, все будут улетать в черный бан. Ребят, мало того, на YouTube еще существуют другие методы, которыми с вами можно бороться.
после претензий, что украла хомяка, я больше с вами сюсюкаться не буду. Надоело. Мне хватает забот об этом несчастном животном. Вам нечем заняться? Пойдите почитайте книжки русского языка, поразвивайте свою грамотную речь. Ну, это было как бы такое. Меня разозлили. Ну, а так в целом вы видите, что хомячок идет на поправку. Ему становится лучше. Мы уже пытаемся его каким-то образом развлечь, чтобы он погулял, покушал что-то вкусное. Спасибо вам всем, кто присылал нам донаты. Эти донаты я сейчас вставляю в конце видео. Спасибо за донат, Габриэль. И вот сообщение. Хочу выразить вам благодарность за то, что не бросили бедное животное в беде. Здоровья вам и счастья. И тебе спасибо большое. Спасибо за донат Дмитриевой Полине и ее сообщение. Купите изюмчику самую большую клетку, насколько это возможно, чтобы ему после жизни в банке было где разгуляться. Круглая Олеся написала вот такое сообщение в донате. Изюмчику на вкусняшки. Азия 8 просто написала, что это изюмки. Давидон, спасибо за донат и сообщение изюмчику. Роза, вы молодец, прям герой. Не оставили Хомку на произвол судьбы. Не обращайте внимания на негатив от хозяев. Можно приветик? Конечно, можно, Давидон. Вот твой привет в видео. Большое спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки в поддержку мне, пишите комментарии. Ну и всем изи пока. Хомячок машет вам лапкой.